Гульнур, добрый вечер. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые, а может быть и спрятанные тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем вам предложить персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Гульнур войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Гульнур, сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Постепенно успокаивая свое дыхание, дыши глубоко, дыши ровно, размеренно, не спеша. Почувствуй свое дыхание в теле, слушай его, чувствуй, как оно наполняет тебя с каждым вдохом и расслабляет все больше и больше с каждым выдохом. Ничего не ожидай и ни о чем не думай. Просто дыши и расслабляйся. Любой звук, которого ты слышишь, все больше и больше отдаляет тебя от мира физического, отдаляет тебя от мира материального. Мой мягкий и бархатистый голос приятен и ожидаем твоим подсознанием. Он твой знакомый и надежный маяк. Я буду медленно отсчитывать от 5 до 1. И с каждым моим счетом, и с каждым твоим дыханием ты позволяешь себе в 2 раза больше, в 2 раза сильнее, чем ранее, расслабиться. И мягко, естественно и незаметно и погружаешься все больше и больше, слой за слоем, счет за счетом, погружаешься вовнутрь, в самую глубину себя.
Погружаешься и спускаешься, как по ступеням, шаг за шагом, ступенька за ступенькой. При каждом вздохе, при каждом выдохе пять. Внутренняя волна расслабления распространяется по всему твоему телу. Она как мягкая вуаль, которая покрывает тебя от головы и до кончиков пальцев твоих ног. Все твои мышцы расслаблены. Твое сердце работает легко и уверенно. И ты чувствуешь, как оно успокаивает свой ритм. 4. Ты погружаешься вне пространства, погружаешься вне времени. Дыхание твое ритмичное, свободное и легкое. Идешь глубже и еще глубже внутри себя, к самой себе. 3. Все напряжения в твоем теле растворились и исчезли. И ты полностью расслаблена. Все твои мысли улетучились и исчезли. И ты полностью спокойна. 2. Тебе легко и приятно. Тебе радостно и свободно. Ты у себя, ты дома. И 1. Ты в гипнотическое пространство. Ты слышишь только мой голос. Он тебя расслабляет и направляет, сопровождая на протяжении всего сеанса. И больше никто и ничто не может на тебя повлиять ни ментально, ни эмоционально, ни энергетически. Ты ясно визуализируешь и считываешь информацию и четко трансформируешь ее в живую форму и воспроизводишь ее вслух по каждому моему требованию.
А теперь на счете 3 отключаемся от коллективного сознания. 1, 2, 3. И на счете 3 встречаемся в гипнотическое пространство. 1, 2 и 3. Каково это пространство, где мы находимся? Я нахожусь как бы на острове самых красивых цветов. И этот остров находится в бесконечном пространстве. Ты меня визуализируешь? Нет тебя вокруг и вижу. На счете Вокруг это 3 пространство, я где я перед тобой. нахожусь. 1, 2, 3. Появился. Ты находишься вокруг или вокруг около моего пространства, но не внутри. Ты рядом. У нас между мной и тобой стоит стеклянная граница или как ограничение стеклянное такое. Это мое. Нет, это моя защита. Мгм. Ясно. На счете 3 повысим наши уровни энергии вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. Что-то произошло? Я тебя впускаю в мое пространство, но ты начинаешь, вот эта тонкая копия, твоя энергия начинает вибрировать, то есть синхронизироваться в моем поле. Хорошо, Гульнур. А теперь на счете 3 мы подключимся ко всей информации, которая связана с медициной, как система. 1, 2, 3. Мы подключились. Нет, мы не подключились. Мы Почему? видим. Мы видим. У меня проявился экран. Мгм. А теперь на счете 3 нам придет информация, каков был изначально истинный замысел создания системы институциональной медицины. 1, 2, 3. Контроль. Контроль. Что-то Ограничение, контроль, порядок, структура, строение. Это как одна единственная структура, как одна единственная как бы цепь или энергия, которая контролируется. что-то еще. Считываешь? Да, это систематический эгрегор.
Он находится в каждой, в каждом медицинском учреждении. Но есть медицина под контролем, властью, под властью, а есть медицина, не подчиняющая этому контролю. К этой не подчиняющей медицине относятся практики или же маленькие учреждения, которые работают с энергиями или же природными ресурсами. Но это грубо сказано медицина. Это не могу объяснить, как маленький клубочек, который у них имеется своя энергия, отделено от той системы, большой системы, которая называется учреждение или эгрегор. Мгм. Это эгрегор с учреждением. Я буду говорить учреждение, но очень мощное. Она как бы имеет много щупалец и контролирует. Вот как каждому человеку, который прошел вот какой-то осмотр, уже побыл в этом учреждении, он уже записан или записан в эту систему, Подключен. Подключен к этой системе, да? да, не то, что подключен, вложен в систему. Не то, что подключен, а вложили ее в эту систему. Каждого человека, который был. Да. Посмотри, тот самый момент, когда так называемая забота о здоровье стала отдельным, централизированным сервисом. Он был всегда. Он всегда был. Какая первая структура или группа наделила себя исключительным правом определять болезнь? Связан с психикой. Травма, психологическая травма начинается с этого. Депрессия, травмы, детские психологические травмы. Все это идет по циклу, по кругу. Уже когда ребенок рождается, ему как бы он в систему, под систему подключается. Уже с какими-то отклонениями. Какую пустоту или потребность в коллективном сознании должна была заполнить система обещанием тотального здоровья? Энергия, страдания, смерть, рождение. Зависимость. А как происходило отделение человека от ответственности за его собственное тело
и передача этой ответственности так называемому эксперту. Вопрос внятней, покороче. Как убрали у человека ответственность за свое собственное тело и передали эксперту эту ответственность? Уже при рождении. Дали зависимость, что каждый человек, рожденный, начиная с рождения, будет зависеть. Программа. Это программа. Программа. А на какой первичной эмоции пациентов основано питание маятника медицины? Страх, страдания. Страх, Умереть, умереть, страх, умереть. И страх, беспомощность, беспомощь, страх перед страданиями. Страдать, уйти от страдания. боязнь страдания, Да, боли, надежда, надежда, да. Это на физическом, то есть на физике тело, что связано с телом. Для души это она не чувствует этого боли. Это только само физическое тело. то есть все начинается с физического тела, с боли физического, Да, но нету на метафизике ничего. но если глубоко посмотреть, то это уже далеко, глубоко идти. Это связано с как с трансформацией, с регенерацией, с все, что происходит с душами, которые переходят в физическое тело. Когда душа одевает физическое тело, то есть Мгм. входит в физическое тело, оно уже начинает работать, чтобы чувствовать все эти страдания, боли. Это, знаешь, это как тебе накинули какой-то балахон или скафандр и управляет тобой. Что тело — это какое-то постороннее для души. Для- Временное Да, какое-то временное. одеяние. Да, как будто одели на какое-то время. Для души у нее нет вообще вот этого ограничения. Душа, она сама по себе. Она как энергия. И она работает и живет, как существует уже в свободном пространстве. А потом ее как схватывают или же м, захватывают и вот показывают, что в физическом теле тебе будет комфортно. И начинается все. Ну, его душу как бы схватывают и обдевают в человеческое тело. И вот это тело, оно как бы маленький аппарат, который передает все вот эти эмоции. Трансформатор, да, Да, передающее звено. это же даже начинается перед воплощением нового.
для рождения человека. Сразу проявляются вот роды, где страдает мама, которая рожает ребенка. И Уже, ребенок, наверное, тоже имеет да, какой-то а уже ребенок дискомфорт. дискомфорт чувствует, потому что внутри душа, когда выбирала маму, она не могла представить, что будет ограничена в теле, и через тело будет проходить вот эти дискомфортные Испытания, может быть. испытания. А где находится и как выглядит основной узел сбора энергии в этой системе? Есть определенная точка, которая как генератор, который забирает эту всю энергию, собирает. И вот этот генератор превращается в форму куба и трансформируется не как наверх, а вот наверх к этому эгрегору, пункту, точка сборки. И таких очень много кубов, которые собирают и трансформируют эмоции, энергию, которая должна была собрана в больницах или в медицинских учреждениях. Также сильный эгрегор находится в медицинских экспериментах. Это более мощная энергия. Их много. Они почти одну часть из жизненной эволюции берут человечество. Почти полжизни или больше жизни энергия ходит в медицину, медицинские учреждения, начиная рождение, заканчивая смертью, также контроль, проверки, анализы, травмы, все, что связано с телом. А, Большая часть жизни человек проводит не время, а отдает энергию этому генератору. как Это сис- так должно быть. Мгм. Продолжай. И так должно быть. Есть, кроме медицинской, еще несколько таких эгрегоров, которые берут доступную им не только информацию, но и эмоциональные вот эти все переживания. Военная медицина. Есть военная медицина, гражданская медицина.
Почему-то еще и религиозная медицина появляется. Это не религиозная эгрегор, а вот именно связана медицина с религией. Не понимаю, что это. Потом идет много-много, все связано, что со школой медицины, детские сады медицина, институты тоже медицина, там тоже есть. Да, Государственные человеческая учреждения, деятельность, да, связана. да, и все это сплоченно, и все это связано, прям узлами связано. А человек почему-то работает и отдает эту энергию осознанно, потому что это должно быть. Он добровольно, да, Да, решил. добровольно. Его уговорили. Нет, его не то, что говорили, он как будто это должно быть. А Это должно быть. как система преобразует жизненную силу здорового человека в диагноз и в схему лечения? Да, это через лечение. Э, Болезнь у человека проявляется не из-за того, что он что-то покушал или же что-то произошло с организмом. Это через информационное пространство, в которое он попал. Может быть, это депрессия или же какие-то страдания, эмоционально переходящие на органы, внутренние органы. И это передается как бы информацию, то, что у меня болит живот, или же у меня болит желудок, надо срочно идти к врачу, просмотреться. Это нужно, это для моего здоровья. Но он сам же человек дает себе сигнал того, дает себе сигнал того, что он должен в этот момент, в кавычках, заболеть. Заболеть именно от депрессии. Каждый орган в человеке играет роль. Допустим, если желудок, непереваривание информации, непереваривание то, что происходит изменение в желудке. Но в данный момент сейчас большую часть болезни играет роль не только сам человек, но вокруг, что происходит в информационном поле. Это что он слышит, что он видит, что он чувствует. Если он будет находиться в более положительном информационном поле, допустим, отключен от всех систем, то он как человек или как душа, которая находится в человеческом образе, это не то, что здоровый элемент, а так и должно быть. Энергия, у энергии нет болезней, у энергии нет таких блокад. У энергии только Идет, уровень есть, да? да, А как работает цикл? Временное облегчение, новый симптом, углубление зависимости. это зависит от того, как он воспринимает все, именно эмоциональном. Если он видит, допустим, фильм, который эмоционально перенес, насколько его вибрации спустились, насколько у него углубляется болезнь.
это все собирается, а потом выявляется. Много происходит психологических травм, потому что когда идет какая трансформация или эволюция, человек просто не может перенести эти вибрации. И ему кажется, что он просто сходит с ума. Или же на основе главных полей бежит сразу в аптека и покупает, сам же себе покупает болезнь за свои же Покупает болезнь. деньги, которые он ходил, зарабатывал. Человек зарабатывает сам себе болезнь и покупает сам себе болезнь. Это вот эта цикличность идет. Я иду работать, чтобы купить себе болезнь. А какие еще скрытые так называемые налоги на здоровье платит человек, вступая в отношения с этой системой? Налоги? Так называемые налоги, да. Нет, это не налоги, Нет, это фигурально сказано налоги. это как бы цикличность идет. Я должен. И я дарю, я должен, я обязан. Я плачу за свет, чтобы мне было светло, что я мог видеть. Я плачу за электричество, чтобы мне было тепло. Это уже идет как налог на то, что Мгм. ты платишь сам за то, что чтобы тебе было тепло, хотя энергия, свет, вода можно допустить без, как по твоим словам, налогом проработать. Без налогов можно. Это доступно вне системы. А как создается и поддерживается коллективная иллюзия, что без медицины ты умрешь? Да, страхами, чтоб ты жил долго. А жить хочется долго. Если хочешь жить долго, А жить хочется будь долго. добр, Плати, бери, покупай. будь всегда Да, на «ты» с медициной, да? должен. Тема. Ты будь всегда должен медицине. Мгм. Благодаря ей ты Ну, и ты будешь. здоровый, и твои органы тоже здоровы. Это все иллюзия. А как в системе кодируется идея, что тело ненадежно и является потенциальным врагом? И оно должно быть поддерж... ее нужно поддержать все время медициной. Да, тело, оно само, оно искусственное, созданное. Она и также будет дальше развиваться искусственным образом. И все, что связано с человеческим телом, это каждая деталь из мелких частиц, как из мелких органов, составляет всю эту систему зависимости.
Если нет ноги, можно ее сделать. Если сломана рука, можно ее отремонтировать. Почему-то отремонтировать прям в кавычках и ярко пишется. Сейчас будет происходить большое изменение в в искусственной медицине, где будут использовать много роботехники, робототехники, которая еще больше будет зависеть от медицинской структуры. Это называется инженерная нейрология, инженеронейрологии. Это, Инженерная не знаю, как ударение ставить. Нейрология. неважно. Это связано с подсознанием человеческого головного мозга. С головой. Что-то с головой. Что руки могут двигаться сами. Сейчас все делают руки, ноги идут тоже. Они работают. Они не двигаются, они работают. Под подсознанием, что э, программирует человек внутри. Но это программирование дает вот эта технология. И сейчас больше будут передавать через технологии, именно что связано с головным мозгом. Все это, что происходило, был эксперимент с органами, внутренними органами, также с конечностью, человеческой конечности. Теперь переходит на более высокий уровень технологий. Это головной мозг. Искусственный интеллект, да? Психика. Да, психика. Будет, будет программирование на психологическом плане. Войны, страдания, голод, болезни. Психика человеческая не выносит все это и углубляется вот такими медикаментами, как успокаивающие или же успокаивающие уколы. Это уже первый шаг использования искусственной медицины. Какими методами система дискредитирует знания о здоровье, приходящие извне? Какими методами? Система дискредитирует знания о здоровье, приходящие извне. Первым идет информация. Через информацию. Раньше это было через почему-то газеты, книги Но это тоже информация. показывали, а сейчас идет уже через уши, слышишь информацию, видишь. Не то, что Мгм. читаешь, а уже улавливает звуки через... Через другие каналы восприятия, да? Да, да. А как язык диагнозов и медицинских терминов ограничен восприятие человеком своего состояния? Ну, это же как и есть страдание. Через страдание, диагноз, страдание, боль. Выйти из боли. Быстрее бы прошло это боль, страдание, мучение. Тем более то, чего еще непонятно, что это за... Да, хотя это может и
просто как бы иллюзия или программа, или же просто дали тебе сигнал, у тебя боль идет. Человек воспринимает уже слово боль. И эту боль можно воспроизвести не только через одним словом, но и через другие каналы. Новости, боль, фильмы, боль, страдания, боль, боль, везде боль, боль, боль. В каждой ситуации спрятано слово боль, страдание. Это как бы эхо, подается эхом. Боль, 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 везде боль. Но ты это не слышишь как боль слово, а это как бы не то, что загипнотизировано, а вот Несущая волна, да? да, это знаешь, вот как бы даже как азбука Морзе. Ты слушаешь, и между строками проявляется вот это слово боль, страдание. И человек уже, когда эту информацию ловит, он уже думает, что он уже действительно получает боль, и надо что-то делать, спасать, в кавычках, себя. Ну, и само заведение называется И больница, да? больница, боль. Вот. А да, в какой момент профилактика превратилась в инструмент для поиска новых клиентов? Многих чего, многих Клиентов, многих клиентов. больных. Это началось с экспериментов. Это лабораторный эксперимент был, но это не в этом веку, показывает 19 век, что через вот этот эксперимент еще... Это был просто эксперимент. И через эксперимент получилось, начали разрабатывать больше и шире, чтобы еще и клиентов завести или То есть приобрести, как притянуть, да? притянуть. Давай сделаем профилактику. Здесь даже стоит один рептилоид в Дабы, этом эксперименте. чтобы не было болезни, давай профилактику сделаем, а там видно будет. Да. А где находится точка принятия решения, что хронически больной пациент выгоднее, чем здоровый? Везде вокруг нас. Это как вирус уже стал распространяться. На медицине можно хорошо заработать. Это не то, что на, как материал, как денежный. Это как вот эта все эти болезни, это валюта. Как Не воздух, деньги, да? не деньги главное, а именно вот проекты, все проекты, которые происходят, планированные проекты болезней, эпидемий. Это их не валюта. То есть валюта людей, которые отдают страх свой, это валюта. Страх это валюта. Боль это валюта. Страдания. Да. А как происходит энергообмен между маятником медицины и маятником фармацевтики? Через общую лабораторию. Когда происходит эксперимент, доклад передает в медицинское учреждение. Через медицинское учреждение
практикует формологию, фармацевтика, передают через через... Медучреждения? Да, это все химия. Химия, которая уничтожает, а не вылечивает, исцеляет. Им не нужны здоровые люди. Им нужно именно вот то, что играет важную роль валюту для них. Тот, кто приносит им Да. валюту. И они разыгрались, они прям разыгрались. Система так разыгралась, что хочется все больше и больше. Маятник, Мгм. маховик набрал большие обороты, да? Да. А как создается искусственный спрос на лекарства, решающие несуществующие проблемы? А спрос идет через болезни, эпидемии. Вот этот грипп, он тоже искусственный. Надо довести до статистики. Что-то не хватает, какой-то определенной нормы. И начинает задвигать каждому диагноз, который был в какие-то последние 5 месяцев. У меня прям давит. Какие-то через 5 месяцев. В течение, нет, последние 5 месяцев было учреждение. Вот эта система, она как бы записывает, что пациент, клиент был в такое-то время и выздоравливает именно к лучшему идет, то сейчас мы его сделаем к худшему. Все под контролем. И еще зависит от того, по каким странам. Страны здесь играют тоже роль. От уровня Да. осознанности, то есть Нет, от конкретно уровня не то, что вот, от уровня, насколько человек может заплатить за лекарства. То есть, покупательной способности, да? да, спрос. То есть тоже И через... в каждой стране есть свое тоже своя медицинская система, которая работает. Но они есть такие системы, которые независимы друг от друга. Но и каждая система — это эксперимент. Почему-то показывает Индия, там численность населения умирает не из-за того, что голова болит или депрессия, а какого-то беспорядка. Там идет беспорядок. И людям там живущие нет возможности оплатить. То есть здесь и валюта не идет, и она идет на самоуничтожение. Но в основном это вот не самоубийство, а как я не хочу жить, мне надо сейчас вот просто умереть. Им выгодно умереть, чем... Но это тоже валюта, смерть это тоже валюта. Потому что перед смертью душа страдает, тело тоже страдает Мгм. полностью. А У них потом нет он вас. может еще раз вернуться. Это, Вот знаешь, здесь какая-то реконрация. Вот, не хотят просто прям... Как будто это модно, что ли, там, я не знаю. Вот это
быстро умереть или не родиться, что-то вот такое, какое-то застревание идет. Там уже система тупеет, и она уже автоматически начинает работать. Здесь уже ничего не надо, никаких там м, программирования, что вот мы сейчас сделаем так, что народ заболеет и побежит в аптеку покупать себе же лекарства. А вот здесь прям как-то все идет автоматически. Так и должно быть. А каким образом система подавляет или покупает альтернативные, действительно эффективные и дешевые методы? Каким методом? То есть система подавляет или покупает альтернативные, действительно эффективные и дешевые методы лечения. Дешевые таблетки. Мгм. Да. Я должен заработать сейчас деньги, чтобы купить вот эту дешевую таблетку. Система убирает те методы, те лекарства, которые не приносят валюты достаточно. Нет, может, это неправильно. Нет. А, Валюту вот это одна идет обмен на дешевую. То есть уже искусственные вот эти таблетки, искусственность, что это уже не, это не то, что будет помогать. Это просто э, самовнушение, что вот Мгм. поможет мне это. То есть это нечто новое, да, Да, это которое более новость. Да, эффективное да, да, эффективность. методом. Да, это метод новый. Самовнушение. Люди подкупаются на это, да? Да. А как статистика и медицинские отчеты используются для сокрытия истинных масштабов Она вызванных вообще лечением заболеваний? это все левое, полную статистику не показывает. Это невыгодно. То есть она подменяется, да? Да, это все, Или не что связано с показывается, или статистикой, подменяются это цифры. да, подменять цифры, и статистика это она нереальная. Это просто отчет для прям как будто говорит глупых. Все равно им тупеет все вот этот, все тупизм. Человек уже начинает в такой степени тупеть, что ему статистика неинтересна. Хоть там цифра ноль, хоть цифра 2. Он уже для него статистика это не... Нет, никакой роли не играет. И там уже цифры другие, которые должны быть. Вот они и заигрались тоже цифрами. А как система подменяет понятие иммунитет понятием вакцинация? В плохую сторону сразу. То, что мы принимаем сейчас как иммунную систему для защиты иммунной системы, это все блокировка. Наоборот, блокировка иммунной системы. То есть вакцинация – это Да, система подавления да, разрушение. иммунной системы, Да. врожденной иммунной системы, которая, Изменения тоже и на генетической основе. Изменение генетики. то есть, Слабость. то есть А, вот как будто кольца ДНК, они разделяются. Прям ДНК вижу. И они как расплавляются прям. Вот эти вакцины, они так глубоко входят.
не укрепляют, а наоборот раскрепляют. А как подавляется врожденная способность тела к саморегуляции и самовосстановлению? О, это такая тема. Саморегуляция и самоисцеление это м, подавляется только тем людям, которые не то что стараются выйти из этой системы, а осознанно понимают эту систему и уходит от нее. Каждый человек может сам регулировать своим здоровьем и своей иммунной системой. В этом и сила. Тогда, если человек осознает того, что он может всем себя исцелить, то падает индустрия полностью, фармацология, медицинские учреждения, программа, планы, проекты, валюта. Статистика, да. А какими способами медицина блокирует прямое информационное общение человека со своим телом? Через элементарные гигиенические условия, допустим, зубная паста, шампунь, даже мыло. Все, что кооперирует с медицинскими экспериментами, все эти продукты гигиенического происхождения для гигиены меняют систему человеческую. И даже напитки, лекарственные напитки, эликсиры тоже меняет информационную систему. Особенно шампунь. Шампунь показывает. Шампунь, когда человек моет голову, эти микроэлементы впитываются в кожу и как бы тоже разрушает маленькими кусочками. Не сразу, а вот постепенно. И человек забывает, у него появляется деменция. Деменция. Зубы, зубная паста тоже через костную ткань проходит и ослабляется иммунная система. Но много что есть. Почему-то духи еще показываются. Духи тоже меняют систему человека. Парфюм тоже через эксперимент лабораторный прошли. Ну, все вокруг нас эксперимент. Мы просто это не замечаем. Мы думаем, что это повседневность, которую мы должны иметь. А как была осознанно внедрена догма о том, что без внешнего химического вмешательства тело не справится? Слово реклама идет. Внушение, Да, программирование. да, да. Пища. Везде добавляют химикаты. И в пищу, и в косметику, в одежду, воздух, земля.
все в химии уже. Нам не хватает воздуха, мы начинаем кашлять, происходит реакция того, что не то, что ты простыл, а именно что в тебя вошла эта химия. И она, химия, хорошо работает именно в таком, знаешь, вот холодном пространстве. Она больше реагирует, чем в теплом пространстве. В теплом пространстве она как-то быстро рассасывается, химия, и она седает. И человек вот дышит как-то вот свободно. А вот в холодном пространстве человек начинает уже задыхаться, потому что вот эта химия, она по химическим составам, она более раскрывается, размножается. И, возможно, вот все вот Более эти, реактивно, да? да, гриппы вот эти и простуды именно в холодное время года. Как медицинский диагноз используется как инструмент немедицинского социального контроля? Как медицинский диагноз используется? Как Как, инструмент как, немедицинского социального контроля? не понимаю ответ. Нет ответа. Определенные болезни. Да, вот, сразу ответ пришел. Есть определенные болезни, это как рак кожи, рак дыхательных путей, м, связано рак матки, груди, все что вот, м, о, вся система это вот рак. Я правильно говорю, рак это да, рак. Да? Меня другая, другие эти поправляются буквы. Можешь и Да, на другом языке сказать. Не проблема. нет, это рак, онкология, Мгм. онкологическое заболевание. То есть попадает человек в определенную категорию М, уже, да? Да, Уже подаются, то- под- которые попадает в какую-то другую социальную да. сферу. Вот эта группа онкобольных, это группа тех людей, которые идет через раздражение, недовольство, ущемление, зависть, потом страх, страх перед тем, что страх не выжить или же долго не прожить, осуждение, м, вот той ситуации, в которой они живут, все вот это. Но в основном вот эта категория, она более распространенная через вот медицинский, это как инструмент тоже. А вот то, Ну, что люди с определенным диагнозом, они да, ущемлены в чем-то да. уже. И вот эта химия, что происходит, это наоборот идет на уничтожение. Чтобы они боролись, это в конце этапа цель это бороться за жизнь и дать все, что самое дорогое, лишь бы выжить, выживание. А выживание это и есть сильный источник энергии для страх. То есть у меня есть страх, я хочу выжить, и я покупаю все медикаменты, которые
не всевозможные средства, да? дадут жизнь, да, выживанию. А как через концепцию психического здоровья подавляется инакомыслие и нестандартное восприятие? Вот прям не знаю, что такое СМИ, СМИ, СМИ. СМИ – это средства массовой информации. Прям большие буквы СМИ. Да, вот это тоже внушение. То есть те, которые не М, Да, подчиняются системе, могут их наделить клеймом, что они м, психически нездоровы, да? правильно. Да. Это Есть, которые люди доходят до того, что есть возможность не зависеть от этой системы и быть здоровым. Есть вот как не внушители, а как внутренние воины того, что мгм. пробить вот эту всю систему. И их считают, ну, или полуумными, или шизофрениками, что вот и медицина идет, помогает им, дает им медикаменты, и они выздоравливают, успокаиваются и говорят, что это был просто Нейтрализируют их, да? продукт фантазии, да. А ущемляет именно здорово мыслящих людей, ущемляет вот этими препаратами. Уже можно определить здравомыслящий человек, он Здравомыслящий, он здоров, да? не то что, да, он здоровый, здравомыслящий, он мыслит здраво, Мгм. а не как, как система, как под одну, это вот все под одну гребенку. Вот, прям одним предложением говорят. Толпа говорит одним предложением одинаково, прям даже тон одинаковый, как роботы прям. Мгм. Ну, внушение это, а вот здоровый человечек, почему человечек, он уже мыслит по-другому. И это он уходит уже от зависимости и от вот этого эгрегора. Как система создает и поддерживает иерархию, где врач – это жрец, а пациент – это вообще проситель, тот, который должен молиться на… Нет, наоборот, врач, он раб этой системы. А врач, он должен эту систему подкармливать. Ну, через него, но все равно он же И считается главным. м, главным, нет, почему? Пациент может Между тоже, системой с пациентом врач, да, а сам пациент может сам решать, идти к врачу или нет. А врач, он есть. Ну, это надо посмотреть еще в каких вот пишут учреждениях, потому что есть врачи, которые пытаются прояснить причину болезни независимо. Вот есть несколько таких людей, ну не несколько, а вот в некоторых больницах, что ну, это в основном молодые, но их потом глушат. Их глушат именно через таких людей, пациентов, которые приходят и страдают, и он просто сам глушится. И он находится между пациентом и системой. Он раб. Он становится рабом, потому что он зависит от пациента, и он зависит от системы. Если врач не слушает эту систему, то ему подкидывают пациентов, которые его доводят до этой системы.
А какова связь между медицинской системой и системой образования в деле Во. обучения людей быть Да, это больными? уф, м, образование и медицина это все общее, у них общее, все у них общее, эгрегоры, все их соединяют люди, все, что есть, их соединяет, как за каждым человеком находится вот веревка, и она связывает всех, и медицинское образование, и учреждение образовательное, университет. Самый большой этот, м, самый большой эгрегор это находится в высших зданиях, где идет учебное заведение. И чем выше здание, тем выше эгрегор. И они работают вместе с медицинской системой. Университета в основном. Понимаешь, о чем я говорю? Ну да. У них уже там закладывается. И медицина, она немножко фальшивая. То, что учат в университетах или же в высших учебных заведениях, э, не полностью выдают правильную информацию. Она искажена как и в медицине, так и в математике, и в научных, в высших научных предметах, как математика, точных высших точных науках. Точные науки, они совсем Точно. точные, да? Они не точные, Мгм. как и медицина. А Зависимость. кто или что является архитекторами или смотрителями этой глобальной структуры? Это не человекоподобные. Как они выглядят? Они сейчас в форме крокодилов показываются. Мгм. 6 крокодилов. 6 крокодилов. Но я могу предположить, почему они показывают себя крокодилами. Это на метафизическом уровне? Рептилоиды, да. А существует ли в системе клапаны, которые намеренно выпускают наружу некоторые знания здоровья, чтобы поддержать видимость честности? Клапан. Да, то есть есть такие, кто говорят правду о здоровье, чтобы м, некоторые... Очень мало есть. Вот этот маленький шарик, который я вначале говорила, он рядом стоит. Шарик независимый от этой системы, всеобщей системы Мгм. медицинской. Маленький Но это такой. вне системы, но я Это говорю вне системы, да. А в про... системе нет, тяжело найти. Здесь все сплетено, как макраме, заплетено. А где хранится знание о том, что истинное здоровье находится вне компетенции системы? Только не в системе.
выйти надо. Ну, вне системы где-то есть такое? Есть, да, есть. Где именно? Это очень осторожно надо пройтись по монастырям. Но в основном монастыри, но не здесь, не в Европе, нет. Это Азиатские да, монастыри, монастыри буддийские, азиатские. Нет, это не буддийские монастыри. Но даже не это буддийские, там, но это там находится. Туда очень, ну, можно пройтись, но это горы, вижу, горы. горы. Тибет, М, м, м. Нет, не Тибет. Что Гималаи. рядом. э, Он находится на восточной стороне от Тибета. Не понимаю, тоже гора. Ты знаешь, как вот отшельники туда ходят, Мгм. собираются. Это вот там есть не монастырь, а вот наподобие. Ну, монастырь буду говорить по-простому. И там вот используют медицину, которая действительно может продлить жизнь человека до 300 лет. То есть какой запас физического тела, да? Он Какой может его дать, ресурс? да, это 500-800 может идти. Но уже здесь тяжело прожить. Уже автоматически тяжело прожить быть долголетним человеком. Это самый максимум это 200-300. Это атмосфера такая здесь земная не позволяет как бы прожить, потому что она расщепляет все тело, оно не выживает вот этой вот этого давления, внутреннего давления атмосферного. Мгм. Человек может прожить как вот особь или же как раса, я не могу сказать, или как вот Мгм. инопланетная раса. Человек, она есть как инопланетная раса, она может прожить долго. Но в этой структуре, которая находится на планете или вот на Земле, на этой планете, то уже ограничивается долголетие. Есть какое-нибудь теневое соглашение между системой медицины и пищевой промышленностью? Да, есть добавки химические. Через пищу, особенно в дешевых супермаркетах, покупаешь продукты уже как бы шприцованные, пропитанные химией. Все связано с химией. Все продукты в химии. И есть те продукты, которые дают как бы сигнал на голодание. То есть я ем, но все равно я голодная, мне надо еще есть. Я не знаю, вот как наподобие хлеб, ты его ешь, а потом еще хочется еще есть. Это тоже вот такой продукт, он расщепляет ту пищу, которую ты приобрел, поел, оно быстро отщепилось. Хочется еще больше. Идет расширение желудка еще. Желудок. И внутренняя какая-то кислота происходит. Именно в брюшной полости.
химия. Химия идет также через продукты, вот, сразу овощи, фрукты, мясо, мясные продукты, молочные продукты. Тоже это генетические. Все вот эти продукты, они есть или же искусственные, добавленные, или же уже вот забраконированным животное, которое оно уже... Это не животное, это уже просто какое-то парадоксное животное. Это остаток чего-то, но это не животное. Вот через него, через это, ну как буду говорить, больное животное тоже продается. Идет продажа мясных продуктов. Генетические изменения идут. А какой энергетический процесс происходит, когда человек полностью принимает ответственность за свое здоровье? О, это идет как прям вулкан изменения полностью. Он сам может контролировать, что хочет. То есть человек может сам решить, что ему есть, что не есть. А вот есть те, которые прям надо есть. Если я не съем, я умру от голода. Может ли человек разрывать контракт с маятником болезни? Если он не договора не заключил с ним, Ну, если он, я не спрашиваю, если разорвать, значит, он у него есть. Может ли он его разорвать, уйти от... это будет тяжело. Он сможет это сделать, но для этого он должен отключиться от всех систем. То есть не то, что отключиться, а уйти от всех систем. Знаешь, как А, будто в далекий лес уйти и жить именно по своим правилам. то есть какой самый первый главный шаг к восстановлению прямой связи с своим телом, минуя интерпретацию системы? Идти к природе. Изолироваться от системы Да, вообще, да? да. Даже говорит, чем больше ты прожил, нужно прожить столько, сколько ты прожил в этой системе. Изолирование идет. Как бы 50 на 50. Если тебе 25 лет, и ты прожил 25 лет в этой семье, ты осознал, что ты хочешь уйти, отключиться от договора, тебе надо изолироваться 25 лет. Не менее, да? Да, потому что твой организм, он восстанавливается именно по тем правилам, которые, ну, очищение идет. Оно не быстро идет, как ты, как вот мы думаем, а именно клетка за клеткой идет внутреннее восстановление, изменение на клеточном. Сначала идет клеточное изменение, потом уже полностью. И это идет обновление. А как будет система реагировать на растущее массовое сознание истинной природы? В системе это все наплевать, потому что у человека не будет такой воли, чтобы жить 25 лет в изоляции. И как ему изолироваться еще, да? И этой системе наплевать. Ушел, ушел, но не выдержишь. А может ли вообще система медицины эволюционировать в действительно систему, которая служит здоровью? Есть были такие системы, но их тоже разрушили. Невыгодно, потому что, То есть она не может превратиться в другую систему. да, это гигант, который
говорим о системе, она гигантская. И та система, которая работает на оздоровление, просто индустрия ее сжирает, уничтожает. Конкуренция. Не как конкуренция, это не конкуренция, а просто уничтожает. И эта система, которая идет на выздоровление, она просто не выживает под таким гигантским давлением. Какие? Были такие, были. Даже они, эм, была такая система, не таблетками вот лечение идет, а именно звуком. Звуки, цвета, э, свет, цвет, волны. Вот они из меня не то чтобы, Магниторезонансными да, технологиями. да, вот эта технология, могу сказать, но не то, что технология, а именно м, м, я не могу сказать, что это пока технология. Может, до как технология доходила. Это как, знаешь, вот волшебники сидят и что-то вот волшебничают. Колдуют. Ну, в хорошем смысле. Ну да, в хорошем, да. Да, это какие-то волшебники. Кристального царства. Да, даже кристаллы здесь присутствуют. Через кристаллы можно как бы оздоровление идет, кристальное оздоровление, кристальная терапия есть, звук, Кристаллотерапия, да. звуковая терапия, световая терапия. Вот То есть это новые формы, новая форма медицинская, да, новая медицинская форма. Она уже была, но ее просто потихонечку. туры, которые действительно будут служить здоровью, да. Да, но мы можем сами. А где-то еще это есть? Где-то это уже есть, зарождается Это где-то. зарождается, но на более таком высоком уровне, и нет доступа к ней, информационного доступа. Есть оно как бы в таком примитивном формате, чтобы пока еще внимания не обратили на эту, на эту терапию. Она где-то есть. Ее используют в некоторых медицинских учреждениях, но она все равно находится под контролем. Потому что если световая терапия, то свет не соответствует тем каким-то Тем вибрациям, тем гигабайтам, оттенкам, да. да, гигабайты, мобайты или МЦТ, вот МСЦ, Э, КЭЦЦ, не понимаю, не соответствует там стандартам, которые идет на излечение. Вибрациям, тем Да, гигагерцам, да. да, что-то ГЦЦ, ГЦМЦ, мегагерц, гигагерц, мег, Ну, ме, параметры, характеризующие ГЦ. определенный цвет, да. Хорошо. А теперь на счете 3 отключись от тематики. 1, 2, 3. На счете 3 я из вибрации источника истинного создам в свои руки сферу с высокочастотной вибрацией. 1, 2, 3. Информирую эту сферу всеми результатами из нашего с тобой исследования. 1, 2, 3. И отправлю эту сферу на Землю всем тем, кто хочет больше познать,
как поддержать свое здоровье, как не стать обманутым той системой, которая пытается у нас отбирать и ставить в зависимость от себя. 1, 2, 3. Да, прям как метеорит летит. Кто-то эту информацию берет. Оно не то, что берет, оно как расплавляется. Кому надо, кто хочет, он возьмет, а кому не надо, он не заберет. А что Гульнур? А теперь на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наш уровень энергии вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. Сейчас я начну вводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость в своем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть сознания. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. У меня прям Гульнур, как будто мускулы выросли. как твои ощущения? Я такой качок стала, я не знаю. Мгм. У меня такие мускулы стали. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, которая открылась нам сегодня. Каждый комментарий, лайк или пост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Гульнур, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.